Добрый день, дамы и господа! Я рада приветствовать вас в аукционном доме МакДугалс. Сегодня мы представляем вам топ-лоты наших предстоящих торгов, работы мастеров 19-20 веков. Перед нами картина Константина Коровина «Улочка на юге Франции». Работа эта примечательна тем, что она датирована 23 годом. Это одна из самых известных нам ранних работ Коровина периода эмиграции. И, честно говоря, глядя на эту работу, моментально вспоминаешь Гурзуф, потому что она написана практически той же радостной, безмятежной, невероятно яркой палитрой, как и самые солнечные натюрморты и пейзажи Коровина того счастливого периода в его жизни. И, видимо, переживая свою первую весну во Франции, Коровин переживает как бы вторую юность, второе рождение, потому что, если вглядываться в эту работу, она поражает своей необыкновенной красочностью и радостью. Наверное, это май, это тепло, но еще не жара. Это две девушки с необыкновенной тщательностью и любовью, выписанной Коровиным в одежде 20-х годов. Эта девочка в оранжевом, как будто бегущая за какой-то своей мечтой. На этой картине, которую невозможно не полюбить, и земля, и небо одного фиолетового, сиреневого, лазоревого цвета. Бесконечная круговерть жизни, круговерть радости, любви и бесконечной веры в будущее. И эти глубокие сиреневые тени лежат на всем, превращая обыкновенную улочку Ниццы или Канн в солнечную прекрасную сказку. Творчество русских художников-эмигрантов составляет особую страницу в истории русской живописи. Картина Михаила Илларионова «Букет васильков» также была написана во Франции на 20 лет позже немолодым художником. И удивительное дело, что на картине Михаила Илларионова мы видим все те же цвета, что и на палитре Коровина. Тут и розовый, и фиолетовый, и сиреневый, и алый, и брызги желтого, и зеленый. Те же цвета, но насколько же две работы отличаются между собой по вдохновению, насколько они разные по ощущению. Ибо если у Коровина это буйство жизни, это фонтаны, это фейерверки красок, то у Илларионова эта работа повествует об аскетизме и замкнутости художника, об его абсолютной оторванности от внешнего мира. Даже излюбленный в Илларионовом сюжет окна здесь решен всего лишь тенью окна, как будто окно уже замуровано, и от него осталось лишь намек, лишь воспоминание. Художник полностью изолирован от мира и радуется каждой малой малости. Поэтому даже букет простых полевых цветов, даже одуванчики, даже полевая трава – все для художника радость в его скудной, бедной эмигрантской жизни. Обратите внимание, как решен Илларионовым забавно мотив его импровизированной вазы. В этом простом чайнике, словно роскошным узором, наложены васильки, превращая его практически в произведение искусства. Конечно, наверное, сравнивать две работы неправильно, они очень разные, они написаны в разное время. Тем не менее, каждая из них обладает невероятным очарованием. И если у Коровина все рвется наружу, то у Илларионова как бы все замыкается внутри. И, наверное, обе они отвечают двум основным человеческим ощущениям бытия.